Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена. Я рада вас приветствовать на моем канале «Мир рукоделия, творчества, вязания, пряжи». Сегодня мы с вами продолжим мастер-класс и будем вязать кофточку, которую вы видите на фото. Это вторая часть мастер-класса. Первую часть, ссылку на мастер-класс я вам оставлю в описании под видео в инфобоксе. И вы можете посмотреть, как вяжется схема узора и как вяжется основное полотно кофточки. В первой части я показываю мастер-класс по вязанию узора основного полотна кофточки спицами. И сегодня во второй части мастер-класса я покажу, каким образом вяжутся рукава. Рукава будем вязать крючком. И покажу, каким образом соединяются цветочные мотивы. Вязать будем вот по этой схеме. Схема будет прикреплена в конце видео, демонстрироваться по ходу просмотра видео, а также я ее размещу во вкладке сообщества. Вы можете ее распечатать и вязать по видео мастер-классу и смотреть в схему. Благодарю всех рукодельниц, подписчиц канала и гостей канала, которые смотрят мои видео до конца. Давайте я еще раз покажу пряжу, из которой я вяжу данную модель. Основное полотно я вязала спицами. Кофта вяжется в смешанной технике. У меня связано уже две половинки, спинка и перед. Осталось только довязать рукава и выполнить верхнюю часть рукава и соединить все детали. Пряжа для вязания основного полотна у меня была в остатках всего лишь 2 мотка. Торговая марка Нака. Название пряжи Эри Эбрули. Состав пряжи: 10% альпака, 10% шерсть, 80% акрил. Страна производства Турция. Я думаю, что пряжа эта доступна и ее можно купить во всем мире. Так как бренд, производитель пряжи довольно-таки известный и популярный. Метраж у пряжи 100 грамм, 550 метров. Производитель рекомендует спицы для вязания 2,5-3 миллиметра. Основное полотно можно связать как из остатков пряжи, из пряжи секционного и однотонного окрашивания. Если у вас имеются остатки пряжи от одного, то есть от 2-3 мотков, то вы можете связать вот данную модель кофточки. Также для вязания рукавов я буду использовать пряжу Alize. Торговая марка, название пряжи Diva Batik. Метраж у пряжи 100 грамм, 350 метров. Производитель рекомендует использовать для вязания крючок номер 1-3, спицы 2,5-3,5 мм. Это пряжа секционного окрашивания, секции довольно-таки длинные. И номер цвета у данного мотка 3241. Данную пряжу я заказывала в интернет-магазине «Мир рукоделия и творчества» для того, чтобы связать рукава кофточки. И, может быть, тут у меня уже остатков будет мало от пряжи. Я хотела еще связать топ-диагональ. У меня уже есть заготовленная модель, которую я хочу связать вместе с вами. Будем вязать на канале топ-диагональ. Скорее всего, тоже из пряжи Diva Batik. Я просто докуплю пряжу другого цвета и приступим уже весной к вязанию летних моделей. Значит, цветочки, они все связаны отдельно и соединяются между собой. Принцип соединения
цветочных мотивов я хочу вам показать в этом видео. Для вязания мотивов я буду использовать крючки номер 3 мм для вязания сердцевины цветка. Это первый ряд. И далее лепесточки я буду продолжать вязать крючком номер 3,5. Вот таким образом выглядит полотно, вязаное полотно рукава. Я здесь, значит, у меня высота до линии проймы получается 6 мотивов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это высота рукава, ширина рукава. По линии низа 4 мотива. Давайте я хочу замерить с вами ширину. Хочу замерить ширину до отпаривания, так как я рукав буду отпаривать. Примерно до отпаривания ширина составила 26 сантиметров. И длина рукава до линии проймы, мотивы до отпаривания, так, 42 сантиметра. Это примерно я вам показываю. 42 сантиметра. Значит, вот несколько цветочных мотивов я оставила для того, чтобы после отпаривания соединить рукав вот таким образом, выполнить шов. Но шва у меня не будет, эти все детали я соединю путем связывания мотивов в одно целое. То есть вот здесь все по цвету у меня все скомбинировано. И вот количество мотивов все рассчитано. То есть я отпарю отдельно вот эти элементы. И потом уже сделаю обвязку пряжи нитью зеленого цвета. И соединю вот эти мотивы. У меня будет цельно выполненный рукав без шва. Таким образом выглядит рукав. Сейчас я вам хочу показать, как вяжется мотив и как соединяются мотивы между собой. Всего, значит, у меня в ширину будет 5 мотивов. Ширина рукава состоит из 5 мотивов. Длина рукава до линии проймы 6 мотивов. И давайте, пока я не забыла, сразу же измерим размеры самого мотива. Одного. Примерно. То есть эта фигура квадрат. И одна сторона квадрата 8 сантиметров. То есть квадрат 8 на 8 сантиметров. У меня получается. Это до отпаривания. Потом после отпаривания, конечно, рукав расширится. И так, значит, вот одну половинку я оставлю. Здесь я буду вам показывать на этом кусочке. Вот здесь у меня как раз есть свободное пространство. Вот сейчас мы сюда будем размещать цветочный элемент, привязывать его. Но для этого мы сейчас его вместе свяжем. Сейчас я вам покажу, каким образом вяжется элемент, цветочный мотив. Здесь вот у меня как раз необходимо заполнить окно. Раскладку я буду делать вот здесь, с этой стороны, где цвет сиреневый, это будет у меня, скорее всего, низ рукава. Далее я буду продолжать нитью розового цвета, свяжу вам один мотив, покажу, каким образом читается схема и каким образом вязала мотив я. Будем вязать вместе. И покажу, каким образом соединить эти мотивы между собой. Пряжа секционного окрашивания я, значит, каким образом отматываю цвет нужный мне в отдельные клубочки. И не бойтесь обрывать нить, так как все вот эти, назовем их отрезками, они все у вас уйдут в дело. То есть вы по ходу вязания их все извяжете.
Я здесь просто подготовила для того, чтобы мне связать следующие мотивы. Вот нитью салатового и светло-зеленого цвета я делаю обвязку мотива цветочного и соединяю их между собой. Схему я немножко изменила, так как у меня тонкая пряжа. Сейчас я буду и читать схему, и показывать, каким образом вязала мотив я. Приступаем к вязанию первого ряда. Крючок у меня будет номер 3 миллиметра. Название крючка Clover. Страна производства Япония. И лепесточки я буду вязать крючком номер 3,5 под названием Clover. И прошу вас, досмотрите, пожалуйста, видео до конца, так как в процессе вязания я рассказываю и показываю все довольно-таки подробно. Из-за этого у меня мастер-классы длительные по времени, так как я стараюсь выдать полностью всю информацию. И по ходу просмотра видео, я думаю, у вас не возникнет никаких вопросов, каким образом вяжется данная модель кофточки. Читаем схему. Набираем цепочку из 8 воздушных петелек. Пряжей розового цвета я набираю цепочку 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И ввожу крючок не в первую петельку, а во вторую. Хвостик, кончик ниточки прячем, его ввязывая в кольцо. Читаем схему первого ряда. 1 воздушная петелька и далее вяжем по кругу 11 столбиков без накида. 1 воздушная петелька и по кругу я вяжу 11 столбиков без накида. 1, 2, 3. Кончик я соединяю с цепочкой и прячу между, то есть внутри столбика без накида. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали и соединили при помощи соединительного столбика без накида. Вот таким образом. Крючок немножко толстоват для этой пряжи. Все, соединили. Читаем схему второго ряда. По схеме должно быть связано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 шишечек. Это 4 провязанных вместе столбика с одним накидом. Так как у меня пряжа тоненькая, я буду делать смену крючка. Крючок у меня будет 3,5 миллиметра. И вязать я буду столбики не с одним накидом, а с 3. Чтобы лепесток был повыше и подлиннее. Между шишечками провязываем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Приступаем к вязанию первой шишечки. Перехожу в первую петельку, это вершину первого столбика без накида, набираю 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. 3
накида и вершину столбика без накида первого провязываем 3 столбика с 3 накидами. На крючок я сделала 3 накида, провязываю второй столбик с 3 накидами. На крючке у меня 3 накида, провязываю третий столбик с 3 накидами. 4 воздушных петельки подъема засчитываются как за первый столбик с 3 накидами. И теперь у меня на крючке 4 петельки, соединяю их вместе при помощи рабочей нити. Все, один лепесток мы связали. Далее вяжем по схеме 5 воздушных петелек. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5 петелек я связала. На крючок 3 накида и во второй столбик без накида провязываем 1 столбик с 3 накидами. Не довязываю столбик до конца. На крючке 2 петельки, 3 накида и в вершину второго столбика без накида первого ряда провязываю второй столбик с 3 накидами. Опять же не довязываю второй столбик до конца. На крючке 3 петельки, 3 накида, в вершину второго столбика без накида провязываю 1 столбик с 3 накидами. На крючке 4 петельки, 3 накида, в вершину второго столбика провязываю 1 столбик с 3 накидами. На крючке 1, 2, 3, 4, 5 петелек. Соединяем все 5 петелек в одну при помощи рабочей нити. Связали второй лепесток. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. На крючок 3 накида и вершину третьего столбика без накида первого ряда провязываем 1 столбик с 3 накидами. 3 накида на крючок и вершину третьего столбика без накида провязываем второй столбик с 3 накидами. Не довязываем до конца, 3 петельки на крючке. 3 накида, провязываем 1 столбик с 3 накидами, не до конца, на крючке 4 петельки. Опять 3 накида и провязываем уже 4 столбик с 3 накидами, не довязывая при этом столбик 4 до конца. На крючке у нас 1, 2, 3, 4, 5 петелек. Соединяем их вместе при помощи рабочей нити. Таким образом мы вяжем до конца. И у нас должно получиться 1, 2, 3, 12 лепесточков. Связали мы с вами 3 и вяжем таким же образом еще 9 лепесточков. И встречаемся уже с вами. Продолжаем вязать вместе. Я вяжу остальные 9 лепесточков за кадром. Связала я 12 лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И соединяю этот лепесток. Таким образом я вяжу 1 столбик, получается, с 1 накидом в вершину первого лепесточка. Надеюсь, вам видно, камера сфокусировалась. Вот у меня получился вот такой вот переход. Далее мы будем вязать, сразу же присоединять этот мотив к основному полотну. Сейчас я сделаю смену цвета пряжи, буду вязать салатовым цветом и покажу вам, каким образом соединяются мотивы между собой. Соединять мы будем вот
2 грани квадрата. Сейчас я хочу вам еще показать, каким образом я присоединяю нить другого цвета. Ввожу крючок в первых 2 петельки, которые смотрят на меня. Захватываю нить салатового цвета и протягиваю ее через 2 петельки. Кончик у меня свободный, я завязываю узелочек. Затягиваю, так как у меня микрофибра, нить скользкая, она может выпрыгнуть из мотива. Далее я захватываю, то есть провожу опять же крючок. Сейчас подождем, пока камера сфокусируется, что она сегодня у меня не хочет снимать. Устала, наверное. Тоже захватываю нить, вывожу ее через 3 петельки. И вот здесь вот нить розового цвета затягиваю. Можно еще связать между собой, то есть для надежной фиксации. И это даже будет лучше. То есть сейчас я вам покажу, каким образом сделать второй узелок. Потому что, еще раз повторюсь, что нить очень скользкая. Вот здесь у нас будет двойной узел. И продолжаем уже вязать второй ряд мотива и соединять мотив с основным полотном рукава. Читаем схему третьего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушных петелек. Первая петелька здесь подъема. И в арочку цепочки мы провязываем 1 столбик без накида. Стрелками указаны места соединения мотивов. Цепочка из 5 воздушных петелек. И вяжем в арочку цепочки второго ряда шишечку из 4 провязанных столбиков с одним накидом вместе. По схеме указана шишечка из столбиков с одним накидом. Я буду вязать шишечку из столбиков с 3 накидами. А между шишечками я буду провязывать не 5 воздушных петель, как здесь указано, а 6. Так, приступаем к вязанию. Значит, провязываем 6 воздушных петелек. Цепочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Вяжу крючком номер 3,5. Провязали и соединили, провязав столбик без накида, в арочку цепочки из 5 воздушных петелек. Провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелек. На крючок 3 накида и вяжем шишечку из 4 столбиков с 3 накидами. Все столбики все 4 столбика провязываются с общей вершиной. Первый столбик с 3 накидами, второй столбик с 3 накидами. Накиды не довязываем до конца. У меня на крючке 3 петельки, 3 накида. Провязываю третий столбик с 3 накидами, не довязав до конца. На крючок 3 накида и провязываем 4 столбик с 3 накидами. И вот здесь вот мы уже соединяем все 1, 2, 3, 4, 5 петелек в одну при помощи рабочей нити. На крючке 1 петелька. И приступаем
к соединению мотивов. То есть я вот этот лепесточек, назовем его, соединяю с вершиной вот этого лепесточка. Давайте вот я на раскладку вам покажу, чтобы вам было все понятно и доступно, чтобы все было видно. Вот с вершиной вот этого лепесточка. То есть мы сейчас вот этот мотив привязываем в пустое свободное окно. Находим вершину лепесточка, к которому мы привязываем вот этот элемент, и соединяем. Вот таким образом. Давайте еще раз, там камера расфокусировалась. Вершину лепесточка ввожу крючок, прокалываю, вытягиваю рабочую нить и соединяю. Все, таким образом мы с вами соединили элементы. Это начало соединения. Далее провязываю 1, 2, 3 воздушных петельки. Здесь я хочу крючок для соединения места, то есть вместе соединения поменьше возьму 3, номер 3. И соединяю при помощи столбика без накида. Столбик без накида я провязываю между лепесточком мотива на полотне рукава и столбиком без накида. Вот в эту часть я провязываю столбик без накида. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И вяжу столбик без накида между лепесточками свободными. То есть это получается у нас по счету 1, 2, 3. Между 3 и 4 лепесточком я провязала столбик без накида. 3 воздушных петельки. И соединяем их при помощи столбика без накида. Уже вяжем столбик без накида в арку цепочки элемента, который у нас расположен в основной части полотна, где рукав. В эту часть связали 3 воздушных петельки и опять вяжем столбик без накида. Столбик без накида провязываем между лепесточками. Это у нас по счету 1, 2, 3, 4, между 4 и 5. 3 воздушных петельки. Провязываю столбик без накида вот в эту арочку. Провязали 1 столбик без накида. Далее провязываю 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. И меняю крючок на 3,5, вяжем уже лепесточек. Лепесточек у нас состоит из 4 столбиков с 3 накидами с общей вершиной. Так. Первый столбик с 3 накидами, второй столбик с 3 накидами, третий столбик с 3 накидами и 4 столбик с 3 накидами. Соединяем все 5 петелек на крючке вместе. Меняю крючок и соединяю вершину лепесточка с вершиной вот этого лепесточка, который у меня связан. Следующий лепесточек получается второй в основном полотне рукава, столбиком без накида. Опять же крючком номер 3, поменьше который. Соединительным
полустолбиком без накида. И перехожу уже на лепесточек из вот этого мотива. Вы его увидите в процессе вязания. Это средний. Здесь вот мы провязываем соединительный столбик без накида, вершину лепесточка. И переходим уже к соединению лепесточка, который у нас идет здесь вот сбоку. И соединяем вот этот лепесточек из мотив, который мы привязываем к основному полотну, вот с этим лепесточком, который у нас идет слева от полотна. Поближе покажу вам. Вот таким образом соединили. То есть у нас должна быть вот такая серединочка. Вот она. Потом все разгладится и будет красиво. Так, у меня крючок номер 3. Соединяю я крючком поменьше. И для того, чтобы здесь не было дырочек, я опять же провязываю в 4-й столбик с 3 накидами один соединительный столбик. И здесь давайте даже вот, наверное, вот в эту центральную часть я связываю их все вместе, опять же соединяю столбиком без накида, для того, чтобы в серединке не было дырочек. Не хочется, чтобы очень такое дырчатое полотно было. Далее вяжу 3 воздушных петельки и провязываю один столбик без накида в арочку цепочки из 6 вот здесь воздушных петелек. Но привязываю уже к элементу, который идет слева от мотива, который мы довязываем. 4-й ряд. 3 воздушных петельки. Вяжем один столбик без накида в арочку цепочки. 3 воздушных петельки. И уже вяжем столбик без накида его присоединяем к мотиву основного полотна, который слева. 3 воздушных петельки, соединяем столбиком без накида цепочку, 3 воздушных петельки и столбик без накида мы вяжем в цветочном мотиве, который уже имеется на полотне. 3 воздушных петельки, столбик без накида вяжем в арочке цепочки из 6 воздушных петелек на мотиве, который мы вяжем, и 3 воздушных петельки провязали и вяжем уже 3-й лепесточек. 1, 2, связано. Сейчас мы вывязываем 3-й лепесток. Для этого мы сделали 3 накида. Так, здесь у меня необходимо сделать смену крючка. 1, 2, 3, 4 петельки провязала. Первый столбик с 3 накидами не довязываем до конца. Второй столбик с 3 накидами не довязываю до конца. 3-й столбик с 3 накидами не довязываю до конца. И 4-й столбик
с 3 накидами, тоже не довязываю до конца. И соединяю лепесточек 3 с лепесточком, который идет слева на полотне рукава, одним соединительным столбиком без накида. Давайте я вам еще раз покажу. Вот мы довязали все 4 столбика вместе. Я ввожу крючок в вершину лепесточка. Захватываю рабочую нить и через 2 петельки провожу. Соединяю, у меня на крючке 1 петелька. Все, довязали. И далее мы продолжаем вязать уже мотив, оформляя край. Это у нас будет 3-й ряд по счету. 1, 2, 3 воздушных петельки. Провязываю я столбик без накида. Так, здесь вот у меня получается, что 3, видите, как полотно тянет. Значит, обратите внимание, что здесь мы вяжем после лепесточка 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. И соединяем столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелек. Провязываю столбик без накида в арочку цепочки. 1, 2, 3, 4. У нас между лепесточками получается свободно остается 1 арочка. И здесь вот уже мы вяжем с вами 4-й лепесточек. То есть у меня провязана цепочка из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. На крючке 3 накида и провязываю 1 столбик с 3 накидами, не довязав до конца. На крючок 3 накида провязываю 2-й столбик с 3 накидами. 3 петельки на крючке. Вяжу 3-й столбик с 3 накидами, 4 петельки на крючке. И 4-й столбик с 3 накидами. Получается у меня 5 петелек на крючке, соединяем их вместе. И заканчиваю вязать ряд. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. И соединяем при помощи столбика соединительного без накида. Таким образом. Все, связали. Недостающий элемент в основном полотне рукава. Так вот у нас выглядит полотно. Все мотивчики я соединила. Сейчас я буду отпаривать. И за одним буду после отпаривания вот эти 5-й ряд. Здесь у меня 4 ряда мотивов. 1, 2, 3, 4. 5-й ряд я уже связала. Хочу их отдельно отпарить. И потом уже я буду после отпаривания привязывать вот эти цветные мотивы. И сделаю раскладку. Вот таким образом они у меня будут по центру. Место шва. То есть вот так как у меня здесь все рассчитано на свой обхват руки. То есть у каждого человека свой обхват руки. Вы можете уже рассчитать по охвату руки количество элементов цветочных и сделать
и связать уже как бы рукав нужной вам ширины. У меня получилось по моим замерам, что мне необходимо. Ширина рукава состоит из 5 элементов в ширину, и длина будет у меня из 6 элементов в высоту до проймы, до линии проймы. Так, вот эти элементы, я, как уже говорила, буду их связывать, соединять после отпаривания основной части рукава и после отпаривания вот этих отдельных цветочных элементов. Если вам нравится как выглядит таким образом рукав, можете не выполнять процедуру отпаривания. Но мне хочется, чтобы все петельки были ровненькие, выровнять их. Я хочу сделать в ТО. И я думаю, что полотно после отпаривания будет гораздо выглядеть привлекательнее, чем сейчас. Мастер-класс я закончила. Подведем его к концу. В следующей части мастер-класса я вам покажу, каким образом я выполню линию проймы на основном полотне и свяжу до линии горловины. И потом я уже вам буду показывать, каким образом довязать длину рукава, высоту рукава до линии груди. И будем уже в следующих частях мастер-класса соединять все детали между собой. И в заключительной части сделаем обвязку горловины, рукава и низа основного полотна кофточки. Если вы еще не вяжете эту кофточку, то присоединяйтесь, будем вязать вместе. Мастер-класс будет состоять из нескольких частей. Все части я размещаю в отдельном плейлисте для удобства подписчиц, рукодельниц, которые могут все мастер-классы найти в отдельном взятом плейлисте. Ссылочки на плейлист вы можете посмотреть в описании под видео в инфобоксе, также в всплывающих подсказках. Если вы еще не вяжете эту модель, то обязательно присоединяйтесь. Я думаю, процесс вязания будет увлекательным и интересным. И конечный результат вас порадует, так как эта модель интересная и связана в 2 техниках. То есть сам процесс основного полотна вяжется легко, просто и быстро. Я думаю, любая начинающая рукодельница может справиться и связать замечательную модель, которая, я считаю, яркая, неповторимая. У нее есть какая-то изюминка, шарм, и она необычная. С вами была Елена. Благодарю вас за внимание к моему творчеству и спасибо, что вы все мои видео смотрите до конца. И если вы хотите отблагодарить меня, то, пожалуйста, досматривайте все мои видео до конца. И у меня будет стимул и продолжить вести свой канал и готовить для вас интересные мастер-классы. И будем вязать и учиться вязать вместе с вами на моем канале. Для этого мне нужна ваша поддержка и ваше внимание к моему творчеству. Чем больше будет у меня просмотров на канале и будет просмотров видео до конца, я буду знать, что вам мой канал интересен, и у меня будет стимул, желание и вдохновение искать для вас новые модели и вязать вместе с вами, и также обучать вязанию начинающих рукодельниц. Спасибо вам за внимание и просмотр моего канала. Сейчас я хочу с вами попрощаться. До новых мастер-классов. Всем пока-пока. До новых встреч. И обязательно заходите на мой канал. Видео стараюсь снимать и публиковать на канале ежедневно.